Никто не возьмется, а я возьмусь. Можно, я вам помогу. Делай со мной все, что хочешь. Поаккуратней в выражениях. У вас уголок провис. Это моя боль. Это моя боль. Это ты сама виновата, ничего не переделать я не буду. Буквально несколько слов о клиентоориентированности, о клиентском сервисе, если можно так сказать. Я имею в виду именно взаимодействие мастера и клиента. Начну сразу с главного, с недовольств. Первое, чего ни в коем случае нельзя делать, так это начинать разрешение конфликтных ситуаций или недопониманий с фразы «а это просто потому, что у вас». И далее пошли перечисления списком, что не так с клиентом. В качестве клиента могу быть также я. И я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Мне не хочется выслушивать, что там у меня не так и какие у меня есть проблемы. Я не для этого пришла за услугой. Поэтому навсегда запомните, что нельзя разрешать конфликт. Он не будет никогда разрешен, если вы его начали с фразы «это потому, что у вас» и начали обвинять клиента, что это не получилась процедура по его вине. Это неправильно, это некорректно и это недопустимо. Конечно, никто не застрахован от того, чтобы получить результат, немножко, мягко говоря, не тот, который он хотел. Я сейчас говорю только о личных предпочтениях, о визуале, например. Не удалось договориться по разным причинам. Мастер не смог услышать, что просит клиент. Клиент не смог объяснить, что ему конкретно нужно. Частая практика: мастер принял решение за клиента, не спросив вообще, какие у него есть пожелания. Или еще вариант: клиент просит просто что-то невозможное, которое нельзя выполнить. Или запрещено технически, это небезопасно. Как мастер вы должны об этом предупредить заранее. Не подумать за клиента и сделать так, как вы считаете нужным, а просто предупредить и обсудить. Бывают клиенты, которые согласны на свои сумасшедшие решения, пусть они носят эти ресницы. Ничего страшного. Кто-то даже согласен, чтобы они выпадали через неделю, буду ходить чаще. Тоже неплохо. Никогда не решайте вопрос с фразы «это потому, что у вас». Это вы виной, вы клиент неправильно. Носили, вы клиент неправильно. Попросили, вы неправильно что-то еще сделали. Никогда. Второй момент. Браться всегда за сложное. Опять будет сжать, да? С микрофоном точно есть проблема. Всегда беритесь за сложные работы. Никто не возьмется, а я возьмусь. Я вам сделаю, я вам помогу. Какой у вас запрос? Давайте попробуем решить его. Пойдемте, я смогу решить вашу проблему. Я смогу подобрать вам тот эффект, который вам нужен. Я смогу это сделать. Другие не возьмутся, я возьмусь. Поймите, что в сложностях ваш рост. Обычные работы вы делаете каждый день, каждый месяц, они однотипные. Это просто работа на поток. Такая схема. Есть сложность или проблема. Задаете себе вопрос: я смогу с ней справиться? Далее приходит решение. Каким образом можно это устранить? Каким образом можно это разрешить? Вы ищете просто-напросто пути решения. И как итог, после разрешенной ситуации вы больше с ней не сталкиваетесь. Закрепили на практике, она вас больше не беспокоит. Сколько клиентов я знаю? У меня частая практика работать с проблемными, сложными, которые все отказались. Никто не хочет покупать специальную палетку ресниц только для одной единственной клиентки. Никто не хочет этого делать. А вы-то сделаете, а вы пойдите и купите. А вы посидите с ней на час дольше, чем с обычным клиентом. Да, она заплатит те же деньги, но это, как правило, самые лояльные в будущем ваши клиенты. Они потом никогда вас не предадут и будут ходить только к вам. Все от нее отказались, а вы взялись за работу. Такие клиенты в отчаянии.
Никто за нас не берется, никто с нами не хочет работать. Да, я знаю, мы проблемные, я знаю, что у меня такие запросы, но все от меня отказались. Чуть ли не со слезами на глазах проходят эти клиенты. Да, возможно, мы с первого раза не угадаем, что вы хотите, и может быть не получится, но мы будем работать, мы будем стараться, мы будем пробовать. Я от вас не откажусь. Все ваши советы должны носить только рекомендательный характер. Давно прошло время, когда мы, как мастера, отстаивали свою точку зрения, что только мы знаем, как верно выстроить эффект, только мы знаем, какие длины и толщины вам подойдут. Ложитесь и не гундите, делайте то, что я сказала, вам так пойдет, я лучше знаю. Не нужно агрессивным способом настаивать на том, что вы знаете все лучше. Безусловно, вы обучались, и у вас есть навыки, и есть компетентность в этом вопросе. Однако есть клиенты, которые точно знают, что им нужно. И они знают по зонам, какая ресница, какой длины должна где стоять. Но выполните это условие, ничего страшного. Если вы считаете, что это некрасиво и неуместно, просто деликатно подсветите этот вопрос, обратите ее внимание на эту зону, спросите, все ли в порядке, как на вас реагировали окружающие, вам самой комфортно, что там, допустим, у вас уголок провис, вам это хорошо, вам так нравится, вы видите, что немного есть опущение века. И тогда со временем, возможно, клиент действительно поймет, что есть такая тенденция к опущению, допустим, уголков. Уголки — это просто очень частая проблема. И если она скажет, что действительно нужно поменять, поменяйте. Вот здесь наступит ваш звездный час, и вы сделаете тот эффект, который вы хотели изначально, но клиент не соглашался. Но изначально вступать в конфликт не стоит по этому поводу. А если она сказала, что мне вообще так нравится, и я вот всю жизнь мечтала, чтобы у меня опустились углы, ну и все, делайте ей эти опущенные углы, ничего страшного. В клиентском наращивании вообще нет этих правил, вы поймите. Конечно, не стоит идти на поводу у клиента и делать совершенно абсолютно все, что только она не попросит. Конечно, нет, в рамках разумного, но вставать в воинственную позицию и доказывать свою правоту точно не стоит. Помните, что всегда у вас есть клиенты, которые к вам очень лояльны и очень вас любят. Такие приходят, ложатся и говорят: делай со мной все, что хочешь, любые твои эксперименты я поддержу, я доверяю тебе, я только наращиваю у тебя. Ты можешь экспериментировать со мной и делать все, что хочешь, мне очень нравится, как ты делаешь. С такими клиентами, пожалуйста, вы можете здесь реализовать себя, реализовать свои амбиции как мастер. Следующая категория клиентов, например, вообще не хочет никаких изменений. Они выбрали одну схему наращивания и наращивают ее постоянно, из года в год одно и то же. С ними вообще, как правило, никаких изменений можно и не ждать. Вы поймите, что есть разные клиенты, и с ними со всеми нужно найти подход. Чем большую аудиторию вы вокруг себя соберете, тем вы будете успешнее, у вас будет больше работы, вы будете иметь много клиентов разноплановых, разных абсолютно. Третье, что хотела бы сказать, поаккуратней в выражениях. Не надо сыпать на клиента наши термины и аббревиатуры, они их просто-напросто не понимают. Конечно, есть уже продвинутая категория, которые изучили этот вопрос и уже знают, о чем мы говорим. Фраза типа «Цшку 0 десяткой нарастим» или «Дэшку, может быть, 11 поставим». Эти фразы вообще ни о чем клиенту не говорят, они просто-напросто их не понимают. Но в этом непонимании они вынуждены кивать головой, чтобы не показаться глупыми и некомпетентными, хотя на самом деле, может быть, они вообще представления не имеют, о чем вы вообще говорите. Лучше объяснять доступно. Показывайте примеры, фотографии работ, планшеты с ресницами, сравнение цветов, длин, толщин. Это гораздо понятнее.
будьте всегда готовы переделать свою работу. Такая ситуация часто случается с ноской, например. Когда ресницы преждевременно выпали, действительно в реальности бывает очень сложно проанализировать, почему это произошло, и найти реальную причину. Но это же уже произошло, понимаете, и ситуацию нужно разрешить сейчас. Выяснение отношений, кто прав, кто виноват, возвращаемся к пункту 1, не приведет ни к чему. Гораздо проще пригласить клиента на повторную процедуру и просто-напросто переделать свою работу. Если вдруг не хватило длины, нет ничего страшного в том, чтобы пригласить и подставить пару длинных лучей, занять на это 10-15 минут своего времени, но клиент будет доволен. Это все редкие ситуации. В стандартном варианте мы работаем в спокойном режиме, когда все довольны, клиенты плюс-минус уже одни и те же, они знают, что от вас ожидать, и вы знаете, что ожидать от них. Но существуют ситуации, когда действительно клиент просит переделку из-за того, что ему что-то не понравилось. Это девчонки. Вы поймите, что мы работаем с девушками эмоциональные. Подружка сказала, что это у тебя здесь такое. Все, она накрутила, и вы, может быть, даже не знали, на что она обиделась, а она обиделась. И еще позвонила вам, попросила подставить пару штук. Выпало, возьми, пожалуйста. А вы в ответ: да это ты сама виновата, ничего не переделывать я не буду. Это не дело, так делать нельзя. Я не говорю о конкретных нарушениях. Когда есть конкретные нарушения технические, это склейки, это неправильный отступ. Эти работы подлежат немедленному переделке. Их лучше даже вообще не переделывать. Лучше такие работы не делать вовсе. Следите за техническими параметрами. Таким образом, 4 критерия клиентоориентированности. Что делать стоит, а чего делать не нужно. А от фразы «да это у вас просто то-то-то» любой человек взбесится.